В этом видео прогулка по Москве от парка Горького до Кремля и метро Театральная. Всем привет, это канал КВ Ровер, меня зовут Влад, и продолжаем вечерние прогулки по Москве. Слева парк культуры, впереди Крымский мост, справа музеон. Уже октябрь, фонтаны выключили, цветники какие-то еще вот есть пока. Какой масштабный туалетище. Типично такой осенний вечер. Виднеется башня Российской академии наук рядом с Андреевским монастырем. А если посмотреть в противоположном направлении, то памятник Петру Первому. Работы Церетели. Свернули направо, выходим к набережной. Одна из яхточек, ну точнее, как говорят, трамвайчиков, вот так лихо разворачивается. Бочком так дрифтует. А навстречу ей из-под Крымского моста выплывает шикарная ледокольная яхта из флотилии Рэдисон. Называется она Феличита. А здесь у нас причал каких-то технических плавсредств. По-моему, это МЧСовский катер. Вот еще один. По-моему, тоже ледокольный. Смотрите, вот. Хватит ему такого щитка, чтобы разбить лед. Называется Примавера. Из этой же флотилии. Выходим из парка Горького. Сейчас будем проходить скоро под Крымским мостом. Крымский мост над нами. Благоустроенная территория. Раньше тут такой лепоты не было. Не помню когда, но некоторое время назад. Здесь все так украсили, благоустроили, и набережная стала представлять целиковую конструкцию. Вот здесь даже такая, вот не знаю, как это назвать. Ну, наверное, на этом можно тусоваться. Я думаю, тут люди, видимо, занимаются. Здесь, судя по всему, реклама музеев Московского Кремля. Скипетр, держава, шапка Мономаха. Вот, видите, горки такие. И тут много такого вот хозяйства. И дальше там будет тоже. И вот там дальше еще горка. И дальше. Можно увидеть, их там полно. Интересно, как же оно по науке называется, это пространство? В общем, для того, чтобы ездить на всяких колесных средствах. Впереди водоотводной канал, а вот слева уже виден храм Христа Спасителя. Москва-река. Памятник работы Церетели. Ну а мы двинемся вот туда. Наш путь пролегает туда, вдоль канала. Кафешка оригинальная. У нее крыша с земли начинается. Проходим Президент отель. И слева Красный Октябрь. Корпуса фабрики Красный Октябрь. А вот там начинается Патриарший мост. Вот он тут. Его начало этого моста. Это Третий Галутинский переулок. И вот здесь все пешеходное сейчас. А раньше тут дорога проходила автомобильная. Делал как раз поворот под 90 градусов. Был такой хитрый вариант объезда пробок. Мы идем по Якиманской набережной. А сейчас мы добавим немного хайпа в это спокойное повествование. Правда, на карте почему-то она называется Большая глина номер 4. Я не специалист. Почему номер 4? Ну, в общем, вот. Это она. А мы дальше идем. Якиманка уже виднеется. Она под углом там проходит. И вот
сюда выходит. Вот тут кинотеатр «Ударник». Это мы сбоку на него смотрим. Дальше там дом на набережной, знаменитый. Слева уже виден Кремль. Зайду-ка я в чайхану номер 1, ибо проголодался. Всем приятного аппетита. Так, ну я беру плов чайханский, ну, фирменный, в общем-то. И кофе американо. Пока так скромно буду. Пока кушал, потемнело уже, огонечки включили. Самая такая красота сейчас. Двинемся вот туда. Огни. Водоотводной канал. Справа Кадашевская набережная. Слева Болотная набережная. Мы идем по малому Каменному мосту, а впереди большой каменный мост. Сейчас вот там перейдем. После большого каменного моста спустимся на Кремлевскую набережную и уже пойдем вдоль Кремля. И еще два слова, туда я поворачивать не буду, но мы с вами можем посмотреть вот на Лужков мост. И интересная там достопримечательность. Не знаю, видно там? Ну, вам точно лучше видно. Там скамейка примирения. Вообще их таких много. И не только в Москве. Но вот одна из центральных, наверное, будем так считать. Скамейка примирения. Ну ладно, двинемся. И вообще не жарко, честно говоря. Что-то стало холодать к вечеру. Прокатные велосипеды. Несмотря на холода, пользуются люди. Это вот штука, которая их выдает. И расчеты там можно производить. На солнечных батареях. Но ночью, наверное, там аккумулятор, я думаю, работает. Накоплен. Накопивший энергию сзади. О, выговорил таки. Ладно, надо мне на этот мост подняться. Экскурсионный автобус. Так, пошли. Решение принято. Пойдем сейчас вот там переходить. Сразу на мост полезем. Сколько там еще? 17? Да, можно успеть. Если не тормозить. А вот можно вниз спуститься на ту сторону. Нам туда не надо. Нам надо на мост. Большой каменный мост. Электробусы нарядные светятся. Слева храм Христа Спасителя, а внизу какая-то агрегатина стоит технического характера. Классические виды, прям как на открытках. Говорит и показывает Москва. Софийская набережная подсвечена нарядно. Ну, соответственно, на той стороне Кремлевской. Есть сюда
зайти такие выступы, с которых можно все эти классические виды наблюдать. Еще с этой стороны снимем, там вдалеке Москворецкий мост. А это храм Софии на той стороне, откуда пришли. Имеется в виду с той стороны Москвы-реки. Впереди светятся ступени рядом с памятником Святому Владимиру. Сейчас ближе подойдем. Дом Пашкова. Ну, вообще, отсюда уже начинается библиотека имени Ленина. Куда дальше? А вот памятник Святому князю Владимиру. Классическая пробка, поворот на Маховую улицу. Я тут подумал, решил пройти через Александровский сад все-таки и подойти к ГУМу. Небольшие изменения. Набережную я все равно уже показал. А раз я изменил траекторию, то надо подойти туда, к памятнику. Здорово, да, вот светится вот эта лестница. Даже это не лестница, это, не знаю, как сказать, ступень. И сейчас посмотрим еще за памятником. Там, как правильно сказать, барельеф, наверное, это называется. Тоже интересно. Ну и заодно сейчас будут виды с этой точки. Вот сюжеты крещения Руси. И вот отсюда видно на храм Христа Спасителя. И вот мы пришли оттуда на большой каменный мост. Александровский сад рядом. Памятник Александру Первому в Александровском саду. Что логично. Где-то тут должен быть спуск в Александровский сад. Вот этот закрыт. Значит, там дальше. Ну вот сейчас мы тут, по-моему, и спустимся рядом с входом в метро Александровский сад. Ну вот, мы уже в Александровском саду. Сейчас дадим левее. Ближе к выходу. А слева это манеж. Там наверху он остался. Едешь вниз, вот, и справа. Вот. И там в конце будет вечный огонь. И там же и выход. Рядом из Александровского сада. На Красную площадь. Обелиск в честь 300-летия дома Романовых. Сзади грот.
Вот уже виден вечный огонь вдалеке. Памятник патриарху Гермогену. Слева. Стали вправо. Рядом с вечным огнем обелиски в честь городов-героев. И уже выходим. Такая же Валера? Памятник маршалу Жукову. И Красная площадь. Храм Василия Блаженного, Покровский собор. Хотели ехать по... А слева ГУМ. Казанский храм. Спасская башня. Опять картинка для открытки. Это третий этаж ГУМа. Ну и понемногу закругляюсь. Это Воскресенские ворота. И в них Иверская часовня. Исторический музей. Как вот нарядно она светится, Никольская улица. Опять мимо Казанского собора проходим. Традиционно напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот Иверская часовня уже виднеется. Идем к метро Охотный ряд. Может быть нет, а может быть сейчас по-другому. Сейчас подумаю. Вот, кстати, достопримечательность. Рядом с Иверской часовней 0 километр. Отсюда отсчитываются все дороги в стране. Да, пойду я к Театральной направо. И он такой, мне надо в Facebook. Здесь на реконструкции музея войны 12 года справа проходим. Будем на этом закругляться. Спасибо, что смотрели. С вами был канал КВ Ровер. До встречи. Пока.